Знаете ли вы, что белок – это самый настоящий строительный материал для нашего организма? Мышцы, кожа, гормоны, клетки и даже волосы и ногти – все буквально состоит из белка. Невозможно представить жизнь на Земле без белка, потому что белок – основа нашей жизни. Но все ли белки одинаково полезны? Кто-то ест только растительную пищу, а кто-то налегает на яйца, потому что ему какой-то нутрициолог сказал, что там много белка и доступного белка. А кто-то отказывается от яиц, потому что другой нутрициолог сказал, что в яйце много холестерина. Так какой белок действительно работает? Есть ли вообще разница? В этом видео вместе разберемся, где правда, где миф и что стоит выбирать для улучшения здоровья. Что такое белок и почему он важен для нашего организма? Как я ранее уже сказал, белок – это основа нашей жизни. Все в нашем организме, наши органы, ткани, клетки, все состоит из белков. И белок нам нужен не только для роста и существования, но и для обновления нашего организма. Поэтому белок является настоящим строительным материалом для нашего организма. И он нужен нам всегда, в любом возрасте. Чем старше становимся, тем больше белка нам требуется, так как разрушение ткани, особенно мышечной ткани, ускоряется. Белок – это полимер, который состоит из кирпичиков аминокислот. Чем меньше длина полимера, тем быстрее и лучше всасывается белок. Существует понятие полноценный белок и неполноценный белок. Под полноценными белками подразумевает яйца, мясо, рыба, молочные продукты. Почему эти белки считаются полноценными, в отличие от неполноценных растительных белков? Потому что в животных белках в достаточном количестве представлены все 9 видов незаменимых аминокислот. Эти аминокислоты необходимые для нашего организма, так как наш организм их самостоятельно не синтезирует. Особняком стоит вопрос растительного белка. Чем они хуже или лучше животного белка? Давайте с этим разберемся. Основным отличием растительного белка состоит в том, что в этих белках либо недостаточно, либо полностью отсутствует один или несколько незаменимых аминокислот. Например, такой растительный продукт, как чечевица, который считается, что содержит полноценный аминокислотный набор, но там все-таки недостаточно количества метионина. А в зерновых и злаках недостаточно количества лизина или в некоторых полностью отсутствует. В орехах триптофана мало. Да, из растительных продуктов можно получить полноценный белок, но для этого нужно все время придумывать сложные комбинации разных продуктов. Злаки с орехами смешивать или чечевицу, туда добавить какой-нибудь растительный продукт, где много метионина. Конечно, так можно все белки получать из продуктов растительного происхождения. Чтобы закрыть дневную потребность организма в белке, то нужно съесть очень большое количество растительных продуктов, потому что в них мало содержится белка. А вот животные продукты, их немного. Ну и, конечно, один из самых основных недостатков продуктов, источников растительного белка, в них нет железа. Вот продуктов животного белка, там железа много. Веганы страдают не от недостатка белка, а от недостатка железа. Доктор, скажите, пожалуйста, вот часто говорят, что мясоеды быстрее стареют, что потребление мяса приводит к старению. Так будет, если только мясо будет есть, да? Дело в комбинации продуктов. Как ест человек и сколько мяса ест, да, тоже важно. Вот красное мясо, например, если будет человек употреблять 2 раза в неделю, в остальное время белое мясо, куриную грудку и рыбу, да, жирные сорта рыбы, то все будет хорошо. И все это совмещать с зеленью, с овощами, с теми же источниками растительных белков, как вот злаковые, чечевицы, бобовые, да, орехи иногда употреблять. Все дело в комбинации на самом деле. Сколько белка нужно употреблять в день. Рекомендуемая норма белка для любого человека 0,8 грамм на килограмм тела. Это правило не учитывает ни возраст, ни пол, ни целей. Как правильно употреблять белок? Ну, как я уже ранее говорил, первое – это нужно употреблять белки животного и растительного происхождения в комплексе.
комбинации. Можно утром, например, за завтраком съесть злаковые какие-то продукты с орехами и так далее. Это источники растительных белков. Днем за обедом съесть говядину, кусок стейка или рыбу, семгу и так далее. Да? На гриле приготовлено, на пару, неважно. Это является источниками животных белков. Днем эти продукты лучше всего употреблять, так как день, как мы знаем, это время желчи, когда организм лучше всего усваивает продукты тяжело усваиваемые, то есть животные продукты. А вечером за ужином я всегда рекомендую минимум углевода, поэтому всевозможные овощи можно употреблять с нежирными сортами мяса. Белое мясо, например, куриная грудка, индейка или нежирная рыба, треска, минтай, сибас, дорадо. Или даже за ужином иногда можно творожную запеканку или сырники. Это тоже источники белка, животного белка. Вы обычно говорите, что кисломолочное до 5 вечера. Да, но это касается термически необработанных. Кефир, йогурт или просто творог со сметаной, когда в сыром виде. А творожная запеканка, сырники, сырники бывают разные, конечно, они приготовлены, термически обработаны. Их свойства слизеобразующие намного меньше становятся, когда мы эти продукты готовим, то есть обрабатываем. Помимо натуральных источников белка существует много добавок, которые содержат белки. Это протеиновые батончики, протеиновые коктейли, изоляты и так далее. Я уже говорил, что белок – это полимер, который отличается по длине цепочки. Цепочки создают это кирпичики из аминокислот. Чем короче цепочка, тем быстрее и лучше усваивается. А когда нам нужны белки, быстро усваиваемые? Когда мы тренируемся, тогда, когда мы наращиваем мышечную массу. Например, тренировки силовые. И мы хотим быстро доставить в мышцы белки. В этом случае, конечно, самый лучший источник белков – это сывороточный гидролизат, который выпиваем, сразу усваивается. Но для людей, кто не занимается спортом, кто ведет малоподвижный образ жизни, такие источники белка не нужны. К чему приводит недостаточное употребление белка? Первый – это быстрая утомляемость, слабость, когда недостаток энергии все время человек чувствует. Второй – функциональная слабость, теряется мышечная сила, потеря мышечной массы. Это особенно важно для людей старше 50 лет, потому что у них и так идет саркопения, истощение и потеря мышечной массы, естественной. В год примерно 2-3%. Долго заживают раны. Когда мы мало белка употребляем, вот как я говорил, белок – это стройматериал. Не хватает этого стройматериала, и не может быстро раны затянуть. И, конечно, красота. Страдает наша красота, наше сияние кожи. Появляется больше морщин, волосы угасают, и еще и они выпадают. Ногти становятся хрупкими, ломкими, потому что все это состоит из белка. Построено из белка. Недостаточное потребление белка даже может повлиять на наше настроение, потому что количество нейромедиаторов будет снижаться, так как нейромедиаторы состоят из белка. Давайте разберемся, сколько же белка нужно человеку в сутки для поддержания здоровья, для наращивания мышечной массы, если тренируется, и для сохранения мышц возрастным людям. 0,8 грамм белка на килограмм массы тела справедливо, как ни странно, для молодых людей. А чем старше человек становится, тем больше белка ему нужно. Людям от 60 до 65 лет нужно 1,2 грамма белка. Страдающим хроническими заболеваниями, и еще и пожилым после 65 лет, им нужно 1,5 грамма белка в сутки. Пожилым людям с кахексией, истощением, например, после тяжелой болезни, или просто человек в преклонном возрасте, ему 85 плюс, им нужно 2 грамма белка. Но не только недостаток белка может навредить нашему организму, но и его переизбыток. Чрезмерное употребление белка приводит к закислению крови. pH крови лежит между 7,35 и 7,45. И на любое закисление наш организм реагирует мгновенно. Для этого у него существует 3 системы. Первая – это буферная система крови. Гемоглобин, белки крови
и костная ткань. Вторая – это дыхательная система. Третья – это почки. При закислении крови происходит повышение концентрации ионов водорода. Ионы водорода попадают в кость. В кости происходит обмен. Кость поглощает ионы водорода и отдает кальций и натрий в кровь. Так происходит вымывание кальция из кости. Вот почему чрезмерное употребление белка приводит к уменьшению плотности костной ткани. И еще чрезмерное употребление белка влияет на наши почки. Влияние чрезмерного употребления белка вытекает из влияния белка на кости. Тот кальций, который выбрасывается в кровь, он должен выводиться из организма через мочу. А большое употребление белка приводит к тому, что моча окисляется, повышается кислотность мочи. А повышение кислотности мочи приводит к понижению pH мочи. Так вот, эти два фактора, первый – это понижение pH мочи, плюс большое количество кальция, который выводится с мочой, создает благоприятные условия для камнеобразования. Многие камни в почках вот таким образом образуются.